Интересно, почему все так любят Италию? Что в ней такого особенного, что мы еще не поняли? Как эта страна вызывает столько восхищения и трепета от одного своего названия? Почему из года в год сюда едут гигантские толпы путешественников со всего мира? Чтобы найти ответы на эти и другие вопросы, я и Стас решили дать этому шанс и подарить себе неделю жизни в ее жемчужине, в сокровищнице, в Венеции. Этот выпуск мы посвящаем тому, что просто никак не укладывается в голове. Мы посвящаем его ей, красавице, сошедшей с открытки и ожившей для всех нас. Да, мы в Венеции. В Венеции, ребята, в той самой фантастической, божественной, неописуемой Венеции. Что мы тут нашли? Что открыли другого? И главное, какими стали сами после этого путешествия? Об этом и будет весь этот выпуск. Давайте скорее начинать. Я загадала ее, Венецию, 5 лет назад. Ту самую Венецию, где мосты соединяют не только берега, но и сердца. И вот я здесь, вижу ее и никак не могу поверить. Про нее говорят разное, но для меня лично Венеция – это шедевр, в котором фонари отражаются в каналах, будто кто-то бросил в них звезды. Первое знакомство с ней восхищает, вдохновляет, окрыляет, потому что ты чувствуешь себя так, будто гуляешь внутри картины известного живописца. Буквально, будто кто-то нарисовал ее, и она ожила. Это большое эстетичное кино, где каждый сантиметр – это произведение искусства. Я видела много выдающихся музеев, но целый город как один большой музей еще ни разу. Здесь нет машин, нет гудков, и это невероятно приятно гулять по такому месту пешком, с камерой в руках. Ты замедляешься и видишь мир другими глазами, открываешь абсолютно новое. Здесь все непривычное, необычное, это другой, открытый мир. Мне кажется, здесь все время нужно внимательно смотреть по сторонам, разглядывать детали, ведь Венеция учит замечать. Например, белье. Да, белье. Пижамы, сорочки, простыни, которые с любовью развешивают венецианцы и которые танцуют на ветру и буквально устраивают спектакли. Белье здесь, оказывается, вешают по правилам, как на морском корабле. Это все выглядит как мачта, только вместо паруса здесь простыни. А ты гуляешь здесь по узкой улочке, а над тобой рубашка, может быть, дедушки-гондольера или бабушки, которая вышла замуж в 1964 году. А рядом детский ботик с биркой. Новый житель Венеции родился. Такая мелочь, но ты становишься свидетелем этого семейного театра. Венецианцы не стесняются быта, они просто живут свою жизнь, живут легко и с удовольствием. И этому стоит у них поучиться. Вообще морская тема и Венеция – это единое целое. Для меня первое время было так непросто привыкнуть, что такси здесь – это не машина, а лодочка или яхта. Что пожарные здесь и полиция ездят на яхтах. Что маршрутки здесь не такие, как у нас, сухопутные, а водные, морские. И, конечно, язык не повернется назвать их маршрутками. Ведь это люкс, ребята. Лакированный до блеска, вымытый с пеной, как старинный рояль. Наверное, потому что в Венеции все произведение искусства. Помните, да? Что уж говорить про лодки. Обычно их делают из махагони, благородного такого дерева, которое отливает красновато-золотым в солнечных лучах. Кстати, некоторые водные такси украшают именами любимых женщин, потому что женщины здесь – музы. Поэтому не удивляйтесь, если увидите здесь женские имена. И еще Венеция – это единственное место в мире, где от аэропорта до отеля или на свидание с романтическим ужином ты едешь вот на таком такси. Представьте себе, давайте, представьте, светит солнышко,
Мимо проносятся палацы, арки, причалы, отражения. И мы в самом центре этой божественной симфонии. Для меня это было одним из самых ярких воспоминаний и впечатлений за всю мою жизнь. Это не подбросьте до кафе, а скорее отвезите меня в другой век. И пусть ветер развивает мне шарф и волосы. Садишься и сразу попадаешь в кадр из старинного итальянского фильма. Джеймс Бонд катался здесь. Джонни Депп рассекал волны в культовом фильме «Турист». И вот теперь мы с вами все вместе можем покататься в этом божественном кино. Мне кажется, что к такому сложно привыкнуть, и хочется, чтобы этот момент длился и длился вечно. Эх, Венеция, умеешь и ты очаровывать вот так, сразу, с первого взгляда. Венеция – это город-легенда. Она стоит на миллионах деревянных свай, и этот лес, погруженный в воду, когда-то превратился в камень. Этот город, созданный из леса, это живой памятник мечте. Венеция – это живая мечта, да, это поэма, написанная морем. И может быть это сон, в котором хочется проснуться однажды, чтобы выглянуть в окно и увидеть вместо дорог каналы, вместо машин лодочки и гондолы. Кстати, про гондолы. Для меня гондола – это скрипка, которая играет музыку в Венеции. Она вырезана вручную, вымерена до сантиметра, сбалансирована как живое дыхание. Каждая единственная в своем роде, как волшебные палочки в Гарри Поттере, помните? И, конечно же, мне очень хотелось на ней прокатиться. Мы ждали этого момента почти 4 дня, пока снимали весь фильм. Но в этом выпуске мне хочется начать с этого, потому что Венеция без гондол – это как музыка без звука. Думаю, твоя гондола находит и выбирает тебя сама, как волшебная палочка. У нас случилась любовь вот с этой красавицей. Я не знаю, что вам тут рассказать. Мне кажется, достаточно просто на меня посмотреть. Я в своей стихии. Она чувствует каждый миллиметр твоего движения и реагирует на него как самый тонко настроенный в мире музыкальный инструмент. Первый вопрос гондольеру был: какова вероятность, что она перевернется? Наш гондольер рассмеялся и объяснил нам, что это просто невозможно. Невозможно, во-первых, потому что каждый из них проходит строжайший экзамен, примерно как мы, когда сдаем на права по вождению в космос. Чтобы стать гондольером, нужно сдать экзамены по истории Венеции, навигации, языкам, этикету и уметь не уронить гондолу, конечно. Нужно быть немножко актером, немного философом, чуть-чуть певцом и в душе обязательно поэтом. Поэтому наш гондольер рассмеялся, отвечая на наши вопросы. И, кстати, голос у него и правда божественный. Я будто на оперном концерте побывала. Но, во-вторых, еще она слегка асимметричная. Присмотритесь. Почему? Чтобы не перевернуться, гондольер гребет всего одним веслом, стоя на корме. Это мастерство, которому учатся годами, как искусству каллиграфии. И если вы присмотритесь, то обязательно увидите, как мягко и гармонично двигается весло. Чуть-чуть. Вообще, собрать одну гондолу – дело тонкое и почти священное. Для нее используют аж 8 сортов дерева. Гондола создается в особой мастерской скуэра. И эти места скрыты от глаз, будто алхимические лаборатории, где из древесины рождается вот это. А еще они все черные. И опять, почему, как вы думаете? Черный лак – это символ сдержанной роскоши, но внутри гондолы могут быть украшены с размахом, бархатом, позолотой, резьбой, особенно если это гондола для торжеств или свадьбы. Вот эта штука – это фера. Металлический гребень на носу гондолы – это целая поэма из металла. Вообще гондолы и любовь неразделимы в Венеции. Они одно целое, как вода и отражение. Говорят, что если поцеловаться на гондоле под мостом вздохов во время заката, любовь будет вечной. Мы со Стасом выбрали другой маршрут, но закат, тот самый венецианский, мы все-таки здесь застали. Я оставлю вас здесь, чтобы впустить эту песню в себя, окрылиться, вдохновиться,
чтобы обязательно взлететь. Если гондола в Венеции — это скрипка, то мороженое — это ее поцелуй. Как вы думаете, что мы сделали первое, когда приехали в Венецию? Правильно, съели мороженое, причем не единожды. Это мороженое тает во рту. Я взяла себе фисташковое со вкусом жареного счастья и кокосовое, потому что кокос у меня ассоциируется с раем, а у Стаса было клубничное с лесным орехом. Главное отличие венецианского мороженого от нашего, привычного, в том, что его не замораживают, его взбивают. Джелато взбивается медленно, в специальных машинах, при более низкой температуре и с меньшим количеством воздуха. Поэтому оно на вкус как облако. Я не знаю, смогли ли мы передать вам это через экран, но, возможно, вам очень захотелось мороженого. Если будете в Венеции, пожалуйста, попробуйте его. Оно того, правда, стоит. В Венеции еда – это ритуал, это праздник, философия. Праздник здесь каждый день в каждом кусочке пиццы, в каждой ложечке ризотто или спагетти, пасте, которых здесь, кстати, более 350 видов, а с учетом местных вариаций более 600. Настоящую пиццу в Венеции пекут на дровах, и запах дерева – это почти такая же часть вкуса, как сыр и томаты. В лучших пиццериях тесто бродит более 72 часов. Есть даже пицца с венецианским характером. Она тоже легкая и хрустящая. Но, наверное, самое главное – это даже не легендарная пицца и паста, а скорее то, как и где ты можешь ее есть в Венеции. Здесь никто не пьет кофе на ходу, не заказывает быстро, не торопят официанты. Потому что трапеза в Венеции – это не результат, это процесс. Ты не разговариваешь, ты просто чувствуешь, ощущаешь вкус момента. А за спиной у тебя Венеция со своей водой, отражениями, тенями и запахом базилика, который смешивается с солью лагуны. Не знаю, как вы, но я плакала. Первое время слезы на глазах у меня были часто, потому что мы же в Венеции, ребята, в Венеции. Бывает такое, что Венеция надевает на свое лицо маски, чтобы еще больше погрузить тебя в свой праздник, в свою сказку. И еще больше очаровать. Ведь вы же помните, Венеция – это праздник. И празднуют здесь жизнь каждый день. Так вот, маски появились в Венеции еще в XIII веке. Тогда их носили не только на карнавал, а почти круглый год, чтобы флиртовать инкогнито или пойти на прием и не выдавать свое происхождение, чтобы говорить с властью на равных, ведь лицо под маской не имеет титула. Маска давала тогда равенство и свободу. Ну и, конечно, мне тоже захотелось ее померить. И я выбрала для себя Коломбину. Это такая полумаска, которая одевается только на глаза и на нос. Это так называемая женская маска флирта. Легенда гласит, что ее придумали для актрисы, которая не хотела скрывать свою красоту полностью. Мне показалось, что эта маска раскрывает не то кошачьи, не то лисьи черты. Необычно, по-другому, загадочно. В Венеции мастера до сих пор создают эти маски вручную, по старинной технике. Делают форму из глины или дерева, обклеивают ее слоями бумажной пульпой или ткани, а потом сушат и шлифуют. И, наконец, расписывают, украшают вручную золотом, муранским стеклом, красками, перьями, сусальным серебром. Надевая маску в Венеции, ты можешь быть кем угодно. Или, например, просто собой, таким, которым ты мечтал стать однажды. Есть в Венеции такое место другого времени, место, которому стоит посвятить целый день. Место, в котором живет и дышит ремесло, которое вообще никак нельзя заменить и нельзя забыть. Место, в котором пахнет огнем, древесиной и, конечно, красотой. Мы с вами, ребятушки, отправляемся на остров Мурана, туда, где даже сам Леонардо да Винчи учился творить подлинное волшебство. Оно начинается с песчинки, магического порошка, который готовят из извести, соды и песка и везут сюда со всех концов света. Эту смесь засыпают в особые печи, где их ждут 1000-градусные объятия. Все это плавится, течет как мед под пальцами,
А потом на наших глазах появляется прозрачная, как мыльный пузырь, сфера. Каждое изделие уникально. Цвета здесь смешивают вручную, добавляя оксиды разных металлов. Иногда даже золото. Иногда стекло растягивают в тончайшие нити, вплетают их в прозрачные пластины, скручивают, соединяют. Я смотрела с восхищенным, открытым ртом. Стать мастером на Мурана – это не профессия, это выбор, это икигай, это целая миссия. Это не работа, а целая жизнь. Каждый ученик начинает с того, что молча наблюдает. Годами. Чистит инструменты, растапливает печи, подает формы, иногда просто моет полы. И только спустя время ему позволяет коснуться стекла. Потому что стекло здесь живое, священное. Его нельзя торопить. Например, подув сильнее, стекло может расшириться. Каждое движение точное, как в танце, а иногда интуитивное, как вдохновение художника. Когда я смотрела на это все, у меня сложилось впечатление, что мастер точно знает, как будет себя вести стекло и что конкретно он будет творить. У него есть видение. И стекло для него как ручное. Он его приручил, подружился со своей реальностью. В XIV веке мастерство муранского стекла было настолько ценным, что мастерам запрещали покидать остров. Их считали национальным сокровищем Венеции, и чтобы сохранить секреты ремесла от конкурентов из других стран, власти буквально держали их под надзором. Муранское стекло – это дыхание, потому что оно рождается буквально из дыхания мастера. Он вдувает воздух в расплавленную массу через вот эту длинную трубку, и она приобретает форму. Могу сказать, что когда видишь это стекло вживую, кажется, что попал в сказку. И, конечно же, в этой сказке очень хочется творить, искать, пробовать, ошибаться, создавать. Муранское стекло – это не про стандарты, это про душу. Это про вдохновение, это про дыхание и даже про Луну. Если разбить и выбросить его в море, она снова станет собой, тем, чем изначально было – песчинкой. Это алхимия самого творчества, которая пробуждает внутри каждого из нас истинного Творца. Я и Стас были свидетелями этого чуда, и знаете, наверное, это такое чудо, после которого ты видишь мир иначе. Я рассказываю вам это все к тому, чтобы вдохновить вас всех ценить абсолютно все, что вы создаете каждый день своими руками. Будь то испеченные пирожки или написанная картина, будь то собранная композиция цветов или выкрашенные дома в ваш любимый цвет стены, будь то сочинение в институте или школе, или прически на голове ваших клиентов. Все это ценно. Да, мои дорогие. Все, что делается с душой, все, что делается от души, даже если вы это считаете просто ошибкой, никому не нужной, неинтересной, непримечательной, все это творчество истинное и ценное, пусть даже если оно совсем простое. Мы завершили наше путешествие в Венецию, съездив в гости к муранским мастерам не просто так. Мы хотели показать вам всем, что то, что кажется таким простым, то, что сделано из простого, на самом деле является редчайшей драгоценностью. Муранское стекло – это доказательство того, что внутри простых вещей живет и оживает свет. Свет, который создает и передает душа нашими руками. И если вдруг после этого вам захочется творить, пожалуйста, творите. Потому что, еще раз, все, что создано душой, было, есть и будет бесконечно ценно. Даже если вы просто складываете мозаики, даже если вы просто завариваете чай, шьете, танцуете, поете, и вам кажется, что все это и так все умеют, что все это просто и понятно, посмотрите на это все глазами любви. Потому что то, что для нас просто и обычно, это и есть то самое, тот дар, тот талант и та миссия, или, как еще говорят, смысл жизни, который мы все так тщательно ищем и порой теряем. Я хочу обнять каждого из вас, кто досмотрел этот выпуск до конца, пусть даже через экран, и пожелать вам помнить об этой простоте, очевидности внутри вас, потому что, быть может, это и есть та самая история, то чудо, реликвия, та самая Венеция внутри вас,
который откроет двери туда, куда вы всегда хотели бы попасть. Венец – это путешествие к себе, это путешествие к Творцу внутри себя, которое вдохновляет начать создавать то, что давно хочется. Пробовать то, чего мы боялись и стеснялись, потому что думали, что это никому не нужно. Венеция – это город, который вдохновляет идти по уникальному пути своей души, вдохновляет быть и по-другому смотреть на свои ошибки. Когда-нибудь кто-то из вас будет бегать за голубями по площади Сан-Марко, как я и Стас. Кто-то из вас попробует облако на вкус и найдет здесь свое любимое. Кто-то будет не спеша есть пиццу на канале и учиться замедляться, дышать, впускать спокойствие в себя. Ну и самое главное, мы все, скорее всего, после этого выпуска научимся кое-чему особенному. Мы научимся замечать красоту в мелочах, замечать ценности обыденных моментов, силу в том, что мы считали слабым или хрупким. И самое главное, мы научимся замечать то, к чему зовет нас наша душа. Внутри каждого из нас есть Творец, Вершитель, Созидатель, Наблюдатель, который знает путь. И пусть огни Венеции и этот фильм, как путеводные звезды, напоминает нам всем об этом. Да будет свет. Давайте же дадим им шанс сиять.